Вот она, Alexa 35 Extreme. Визуально почти не отличается от Alexa 35, и в ней стоит тот же сенсор, но теперь там полностью обновленная аппаратная часть. За счет этого камера стала энергоэффективнее и производительнее. Главные нововведения: ARRI Core, новый проприетарный кодек ARRI, режим работы сенсора Overdrive, позволяющий записывать до 660 кадров в секунду, и новая наклейка. Сегодня мы копнем исключительно в новый кодек и высокоскоростной режим записи этой камеры. Если коротко, лучше снимать в ARRI Core. Это хороший современный кодек с парой тузов в трусах. Используя его, ничего существенного вы не потеряете, но можете сэкономить немного серебряных монет на дисках, так как датарейт нового кодека в 2 раза меньше, чем у ARRI Raw. Под гибкостью ARRI Raw понимается следующее. Такие настройки записи, как Exposure, Index, Temperature и Tint, применяются к материалу без потери целостности. На практике это значит, что эти настройки можно менять уже после того, как материал был записан на камеру и сохранен на носителе. Работает это все аналогично ARRI Raw. Сам кодек является lossy, что означает сжатие с потерями. Использует контейнер MXF, куда оформляет все свои метаданные. Но перед тем, как мы перейдем к методологии и результатам тестов, нужно разобраться, в чем принципиальное отличие ARRI Raw от ARRI Core. ARRI Raw — это формат, который хранит в себе непосредственно данные сенсора. Эти данные еще не являются RGB изображением. ARRI Core — это уже дебайеризированное и закодированное кодеком внутри камеры RGB изображение. Вы спросите, что еще за дебилизированное изображение? Отвечаю, когда фотоны попадают на матрицу, каждый пиксель фотосайт может накапливать заряд только для одного цвета – красного, зеленого или синего, так как перед пикселями расположен фильтр Байера. Самая распространенная конфигурация массива фильтра выглядит как RGGB. На каждые 2 зеленых пикселя приходится по одному красному и синему. В итоге ARRI Raw — это не полноцветное изображение, а мозаика из одноканальных цифровых значений. Дебайеризация — это выполнение алгоритма, который интерполирует недостающие цвета, каналы для каждого пикселя на основе цифровых значений соседних пикселей. Алгоритмы дебайеринга напрямую влияют на резкость, цветоточность, количество и силу артефактов в финальном RGB изображении. ARRI использует свой проприетарный алгоритм ADA. 7-я версия этого алгоритма является самой актуальной на момент записи ролика и проведения наших тестов. У ADA есть 2 версии, которые обозначаются суффиксами SW и HW. И тут мы вернемся к настройкам Exposure, Index, Temperature и Tint. Для ARRI Raw не имеет значения, меняем ли мы их в камере до записи или на этапе постобработки, например в ART. Temperature и Tint на этом этапе работают как мультипликаторы каналов до интерполяции, то есть до того, как алгоритм начал выстраивать RGB изображение. Exposure Index то же самое, он фактически не влияет на работу сенсора. ARRI Core в свою очередь не является RAW форматом, дебайеризация и компрессия происходит прямо в камере. В этом случае мы имеем дело уже с RGB изображением. Главное отличие от того же ProRes заключается в том, что полученное изображение записывается в так называемый сенсор лог. Далее через ARRI Image SDK изображение декодируется в привычный лог C4. Чтобы протестировать работу настроек Exposure, Index, Temperature и Tint для ARRI Core, мы сняли тестовую сцену с недоэкспонированием, переэкспонированием и экстремальным значением температуры в момент записи сэмпла. Для дальнейшего анализа поведения кодека и настроек были сняты эталоны этой сцены в ARRI Raw. Таким образом, у нас всегда будет референс. Критерием выступит то, насколько близко RGB значения ARRI Core будут реагировать на изменения настроек внутри ART относительно ARRI Raw. Исходя из анализа, проведенного с помощью сэмплирования группы пикселей на Color Chart, реакция на изменения параметров идентична. Разница с ARRI Raw в пределах погрешности. С точки зрения восприятия, разница отсутствует полностью. Изолировав шумовой профиль из сэмплов, снятых в минус 4 стопа, и проанализировав его по общему весу каждого RGB канала, могу сказать следующее. Шумовой профиль идентичен. Видимых артефактов компрессии в ARRI Core не обнаружено. Единственное, что нам недоступно изменить постфактум в ARRI Core, это алгоритм дебайеринга. Ведь, как мы помним, внутри кодека уже хранится 3 значения на пиксель. И тут 2 вопроса. Какой алгоритм используется для ARRI Core и как они визуально отличаются друг от друга? Для теста алгоритма мы сравним его вариации HW и SW, а также выясним, какая именно вариация используется для ARRI Core и ProRes. Сделаем это при помощи ARRI Raw и ART. Это позволит нам анализировать одно и то же изображение, позволяя изменять алгоритм на лету и сравнивать сэмплы друг с другом. Артефакты дебайеринга лучше всего себя проявляют на контрастных высокочастотных участках изображения. Для теста используем оптику ARRI Signature Prime и анализируем исключительно центральный участок изображения. Так мы максимально изолируем влияние оптических артефактов.
Критерием оценки выступит то, насколько чище будут воспроизведены исследуемые участки изображения. На чарте можно увидеть, как SW уменьшает количество цветового муара по сравнению с HW. Чем выше становится частота полос внутри клина, тем выше искажение. В какой-то момент алгоритм просто не знает, в каких пропорциях ему интерполировать недостающие значения каналов, и результат его вычислений слишком сильно отклоняется от правды. Использование SW в производстве, безусловно, лучшее решение. Он намного эффективнее справляется с такими проблемными участками изображения. Значимость такого улучшения будет больше, когда для записи используется меньшая площадь сенсора, кроп, либо в случае сильного зумирования съемочного материала на постпродакшене. Записав такой же сэмпл в Arecore и ProRes, теперь можно сопоставить их с ARRIRAW и выяснить, какой алгоритм используется в этих кодеках. Arecore использует ADA7 SW, а ProRes использует ADA7 HW. Ну и последнее. Высокоскоростная запись 660 кадров. Реализовано это с помощью режима работы сенсора Overdrive, который сокращает скорость считывания матрицы в 2 раза, жертвуя при этом 6 стопами динамического диапазона. Максимальная скорость 660 FPS работает с кропом Super 16 в разрешении 2048 на 1152 пикселя. В этом режиме камера может записывать материал исключительно в Arecore. На нашем рынке для замедленных энтузиастов в основном две опции – Red Raptor и FreeFly Ember. Они, конечно, многим отличаются друг от друга, но по факту закрывают один пул задач, а поэтому являются конкурентами, значит их и сравним. Методология здесь максимально примитивная. Мы параллельно запишем сцены с высоким FPS на 3 камеры, а далее проанализируем по определенным критериям полученные сэмплы. Также минимизируем влияние оптики на разницу в изображении и для этого поставим ARRI Master Prime на все 3 камеры. Raptor в режиме 600 FPS наваливает много шума в красный канал. Редовский алгоритм дебайера не особо вытаскивает такую ситуацию, поэтому на высококонтрастных краях имеем паразитные красные грани. К тому же фактическая разрешающая способность у Raptor ниже, чем у Extreme и даже Ember, при примерно одинаковых формальных цифрах разрешения записи. Все это ведет к тому, что Red использует binning, то есть они группируют несколько фотосайтов для построения одного пикселя. Чаще всего именно по этой причине снижается фактическое разрешение. Но это теория, точной информации, которая подтверждает или опровергает ее, я не нашел. Что касается Эмбера. При сравнительном уровне шума он точно лучше в плане получаемого изображения, чем Red Raptor в режиме 600 FPS. Фактическое разрешение совпадает с разрешением Extreme, но у этой камеры есть свой благовонный букет. Материал изначально очень сильно компрессирован с потерями в ProRes 4.2.2. Гаммут ограничен стандартом Rec. 709, вместо трансфер-функции используется Hybrid Lock Gamma Beta, а цветовоспроизведение, не знаю, нужно ли вообще тут что-то говорить. Extreme выглядит намного лучше в плане получаемого изображения. Кроп вполне себе допустимый, а Arecore намного выгоднее ProRes и Redcode. Да, динамический диапазон в режиме Overdrive смешной, 11 стопов, но по большинству критериев это лучший вариант из 3. Что по итогу? Arecore — это не голимый маркетинг и не компромисс. Это просто хороший и современный кодек, который делает то, что обещает. 660 кадров и Overdrive — инструмент специфический. Если знаешь зачем, бери и пользуйся. Если не знаешь, наверное, и не надо. Ну и здесь этот Parvum Opus заканчивается. Если заметили ошибку или появились вопросы, то можете написать мне. Спасибо за ваше время и внимание.